нас серьезные неприятности.
Всем привет! С вами Аристократ, и только что вы посмотрели распаковку на фигурку Мумий от компании Q-Model. Если вам понравилось, ставьте лайк, а мы переходим к оценке. Ну, что хочется сказать про эту фигурку? Давайте, наверное, начнем с минусов, того, что не понравилось. Не понравилась доставка. Выезжала фигурка к нам в полном порядке, соответственно, по итогу привоза в Россию в очередной раз ударили очень сильно угол. И, собственно, не так жалко коробку шиппинговую, как жалко вот эту внутреннюю вставку, потому что сама коробка сделана очень классно. Вообще коробки от всех монстров этой серии, они сделаны просто шикарно, поэтому их не хочется выбрасывать, от них не хочется избавляться. Но, к сожалению, вот когда вот такое повреждение, уже и коробку хранить как-то странно, и вот вставку ее никуда не поставишь, ни как задник, ни как что. Поэтому немножко подпортило впечатление. Помимо этого, к сожалению, от удара фигурки, ну, скажем так, вы видели, что было две коробки, соответственно, от самой Мумии и делюксовая версия, где лежали компоненты делюксовые. Вот, от удара у маленьких мумий, то есть они ударились друг об друга, то есть головы были сняты, и от удара, так как это камень, получается, полистоун, от удара друг об друга, соответственно, у голов показались сколы вот здесь вот. Поэтому, к сожалению, то есть я как бы это исправлю, у меня есть навык покраски фигурок, поэтому для меня это не так критично, но на самом деле человек, у которого нет красок акриловых, нет кистей, это как бы, ну, не очень приятно, и на витрине, конечно, такие вещи будет видно. Вот, что, соответственно, теперь перейдем к Мумии. Что не понравилось фигурке, здесь, соответственно, тоже, так как это все-таки производство, ну, не, как бы, скажем, больше штучное, то есть это, там было около 300 копий или 500 копий на весь мир, по-моему. Вот эти вещи, соответственно, на голове, то есть как бы, то ли клей пожалели, то ли он просто был не совсем, условно, качественный суперклей, поэтому вот эта змейка, она тоже отвалилась в упаковке. Я ее приклеивал. На съемке, когда мы застегивали вот этот пояс, получается, что цепочка тоже отвалилась от непосредственно пластмассовой части, пришлось тоже клеить. Вот. В остальном вроде как ничего у нас не отваливалось от него. Вот. Ну, слабые магниты тоже хочется отметить у подставки, у делюксовой. Пара магнитов, они достаточно крепкие, вот вы видите, что прям сильно магнитится. Вот. А вот у обезьянки, к сожалению, она вот, ну, достаточно легко и падает, поэтому... При том, если учесть, что это все полистоун, то как бы если оно упадет на пол, то есть большая вероятность, что тоже появится скол или еще что-то. Вот, поэтому приходится все как бы очень нежно и все передвигать. Вот. Наверное, из минусов хочется отметить небольшое, но это такой мой минус, не знаю, насколько это как бы будет для вас критично. Вот эта голова, она сидит низко, то есть получается, что как у мумий, то есть как бы шея и сразу переходит в голову. Когда, соответственно, вы ставите голову в маске, получается, что голова немножко приподнята, то есть шея получается длиннее. Но сейчас вот с маской, которая с подбородком, это не выглядит так критично и, в принципе, смотрится хорошо. Если мы сменим, соответственно, вот на такую голову, то уже немножко странновато вот эта часть смотрится, а как шея выглядит немножко длинноватой, на мой взгляд. Вот. Из странностей фигурки, соответственно, на съемке вы тоже видели на крупных планах, что часть торса, соответственно, она, ну, то есть вся фигурка, весь телоид сделан индивидуально, то есть как бы он сделан как высушенное тело человеческое, а часть торса сделана как просто телоид. Вот. Причем они никак не обмотали его ни бинтами, ничем, то есть просто вот оставили, то есть поднимаешь юбку, а там у тебя голая телоидная жопка. Вот. Поэтому это из странностей. В остальном фигурка очень классная. Она отлично вписывается в линейку Monster от компании, соответственно, Q-Model. Это пятая, получается, фигурка из этой серии. Был Франкенштейн, которого обзор мы делаем. Можете, у вас будет ссылочка на старые видео вампира, Франкенштейна. Мы их всех обозревали. Это, собственно, на данный момент последняя фигурка из серии, самая свежая. Вот.
Будет ли еще, не знаю, потому что данный релиз выходил в 2018 году, то есть ее делали, ну, как предзаказ был в 2018 году. Рассылалась она, ну, в 19-м, начале 20-го, соответственно. Мне она пришла немножко с опозданием, потому что американский магазин, в котором я ее заказал, предзаказ до сих пор висит, я его буду отменять. Благо, никакой предоплаты не было, можно будет без штрафа отменить. А мне ее предзаказал человек с форума Александр, который, собственно, один из форума Art and Toys, с которым мы общаемся, который, собственно, возит фигурки, поэтому вот он просто сказал, что фигурка выходила. Вот большое ему за это огромное человеческое спасибо. Вот. Из плюсов. Весь обвес на фигурке металл. Это очень классно. Вот. Посох металл. Вот эти все вещи тоже металл, магниты вставлены, то есть как бы на фигурке все собирается достаточно просто, то есть не то, что там условно это создал какие-то затруднения. Вот, поэтому все бинты проклеены, прокрашены, здесь вот каких-то вещей я таких критичных не увидел, в остальном все было очень классно. Скажем так, от того, что показывали на промо-фотках, фигурка отличается, но не сильно. Отличается немного цвет бинтов, то есть здесь он более желтый, вот эти вещи все, они более желтые. На предрелизных фотках они были более такой в серый уходили цвет, условно под кожу, они были в серый. Но я считаю, что нет, не критично, и они гораздо более гармонично смотрятся. Возможно, они изменили цвет, чтобы более гармонировать вот с этими бинтами, потому что там они тоже были такого более бледного цвета. Вот. Что еще можно сказать про фигурку? Собственно, головы, маски на магнитах, вы это тоже видели, лица меняются элементарно. Голова тоже без усилий меняется одна на другую. Можно, например, как для кастомизации, чтобы не оставалась тут кричащая голова, если вы хотите ее заменить, у мумии очень похожие головы. Собственно, у мумии можно голову снять и приклеить, ну, собственно, не приклеить, а, ну, собственно, здесь тоже. То есть у мумии как бы голова крутится, поэтому одна голова снимается, другую ставите, у вас получается кричащая мумия. Если как бы не хочется оставлять такую классную голову, можете ее посадить на эту прекрасную мумию. Вот. Всем советую, если будете предзаказывать, как бы данную фигурку еще можно найти на eBay, соответственно, в некоторых китайских магазинах. Поэтому, если будете брать, то берите делюксовую версию однозначно, потому что подставка, вы видели, она такая, в обычной версии она абсолютно не смотрится с данной фигуркой. Вот, ее, то есть, либо надо на нее песок какой-то приклеивать, либо что-то еще, ну, то есть, вот блин черный, он как бы ни о чем. Вот, все-таки делюксовая версия, она дороже на $60, но вот эти мумии, подставка, они тяжеленные, но они стоят того. Вот. Собственно, на этом, наверное, все, что хотел сказать про данную модель. Я бы дал оценку фигурки супер, вот, никак не разочаровала, поэтому я считаю, что ставим фигурке высшую оценку, балл, и фигурка супер. Вот, на этом все. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в Инстаграме и других наших соцсетях. Всем пока!